Добрый день, запись пошла. Приветствую всех, кто будет смотреть также в записи. Меня зовут Евгения Порошина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Школа– это мой частный образовательный проект. Скоро школе, ну, зимой будет уже 4 года. Вот. На Ютубе есть ролики, можно со мной познакомиться, много интересного материала. Итак, сегодня поговорим про личность психолога. В первую неделю обучения в школе студенты изучают лекции про фундаментальные навыки и техники психолога. Основной инструмент психолога– это он сам. Психолог, коуч работает своей личностью, можно сказать, исцеляет душой душу другого человека. То есть исцеляет личность психолога, а не техники. Это ключевое, важно это понимать. То, что говорит нам клиент, это верхушка айсберга. Под водой общение без слов. Идет передача внутренних состояний. Это мысли, чувства, образы, ощущения в теле. Вот. И это еще называется навык контрпереноса. Профессиональный психолог умеет работать не только на уровне верхушки айсберга, на уровне слов, но и глубже, можно сказать, под водой. Вот представьте ребенка и маму. Пока ребенок не может разговаривать, он общается с мамой без слов. Мелани Кляйн, ученица Фрейда, исследовала эти моменты. Она назвала этот процесс проективная идентификация. Можно сказать, телепатическое общение младенца с мамой без слов. У клиента, где в психике есть эмоциональная травма, там тоже, как сказать, происходит тоже передача внутренних состояний, то есть общение такое без слов. И задача психолога– анализировать эти внутренние состояния. Лена, добрый вечер. Будут вопросы, задавайте, также запись будет. Также профессиональный психолог анализирует взаимоотношения здесь и сейчас, и наша задача– дать клиенту новый опыт во взаимоотношениях. В школе студенты тренируют роли и тренируемся друг друга не критиковать, не жалеть, не спасать, не оценивать, не конкурировать. Вот. Лена, как я понимаю, слышно, видно. Добрый вечер. Вот. Мы анализируем, что происходит здесь и сейчас, и стараемся дать человеку новый опыт во взаимоотношениях. Тогда мы меняем не верхушку айсберга, а то, что глубже под водой. То есть, напоминаю, мы все во взаимоотношениях с другими людьми, с жизнью, со временем, с деньгами и так далее. И есть какой-то сценарий этих взаимоотношений. Если у человека не все достаточно хорошо, тогда мы можем сказать, ну, какой-то сценарий это нехороший, и его надо поменять. Но как он меняется? Через наши взаимоотношения, по-другому никак. Все хорошо, слышно, видно. Спасибо, Лен. Также Лена, вот те подписчики школы, и также будущие студенты, кто будет записи смотреть эти уроки, всех поздравляю с новым этапом. Благодарю вас за выбор, что уделили время, присутствуете лично на мастер-классе. Кто будет в записи смотреть, благодарю всех за доверие и поздравляю вас с каким-то новым этапом. То есть перед вами тоже открываются какие-то новые горизонты. Когда мы изучаем новую информацию, мы ее можем применять в жизни для себя, для близких, для клиентов. И, конечно же, открываются новые горизонты, можно так сказать. Поэтому поздравляю всех.